Друзья, всем привет! Решил посмотреть, что есть интересного на рынке по камерам в последнее время на AliExpress. И напоролся вот на такую вот камеру. Это у нас Wi-Fi камера. В этот раз, как видим, не поворотная, но с очень интересной функцией. У этой камеры идет непосредственно два модуля самой камеры на камере. Такой мы уже с вами встречали, это нужно было для большого зума, но здесь все немного иначе. Эта камера видит на 180 градусов, она широкоугольная. И, кстати, очень интересная штука. Сегодня подробнее о ней. Поехали. Итак, как видим, камера у нас приходит вот в такой вот красивой картонной коробке, на которой у нас нарисована непосредственно сама камера, на которой говорится, что у нее есть Human Shape Detection, двойное управление, то есть мы можем слышать, что там происходит, и отвечать в нее голосом. У нее есть и микрофон, и динамик. Она с удаленным управлением, то есть вы можете удаленно просматривать, что там происходит, с записью, с инфракрасной подсветкой и так далее. И это же, конечно же, наш любимый продавец Anviux. Все заказываю у него, и ссылочку на данную камеру я, как обычно, оставлю в описании. Смотрите. Что это у нас за модель? А модель это у нас N4, 4 мегапикселя EU. Сама модель будет называться N4, она еще есть с разным разрешением, я же взял на 4 мегапикселя, и с евро-розеточкой. То, что здесь стоит 64 гигабайта, это продавец кладет разные флешки по запросу. В моем случае флешка на 64 гига, чтобы записывать непосредственно саму камеру. Итак, смотрим, что внутри. А внутри у нас, как обычно, идет инструкция с полным рассказом о том, как это подключается и так далее. Причем в этот раз достаточно информативная. Вся на английском языке, уже без китайского. Я думаю, кто не знает, как это делается, вполне разберется. И сама камера. В коробке все это дело лежит вот в такой вот здоровом пузырчатом пакете. То есть доедет она до вас без вариантов. Блок питания почему-то черный. И это прикол. Однажды я уже рассказывал про камеру на 5 мегапикселей, которую тоже брал для себя. Вот здесь вот ссылочка будет про видео в описании. Самое смешное, что там камера была черная, а блок белый. Обычно идут белые камеры с белыми блоками. Я тогда жаловался, почему же не положить черный блок? Здесь же все наоборот. Белая камера и черный блок питания. Ну да ладно. Кстати, сам блок питания питается, конечно же, от розетки. Евро-розеточка у нас выбрана и 12 вольт, 2000 мАч. Дальше в комплекте защитка для провода, крепеж к стене. Вроде все. И сама камера. Убираем все лишнее, это нам не понадобится. Это тоже. Кстати, в коробке еще вот валяется и сама флешка. Флешечка в этот раз у нас некая VL на 64 гига 10 класса. Ее мы потом ради интереса, может, в мем-тесте тоже проверим, есть ли здесь действительно 64 гига. Потому что были прецеденты. Была карточка куплена на 128 гигов недавно, не у этого продавца, а так, на стороннем на Алиэкспрессе, и там оказалась всего лишь перепрограммируемая 32, так что будьте осторожны, обманывают на каждом шагу. А вот и сама камера. Снимем с нее пленочку. Вот так это выглядит. Интересно, правда? Даже на морду чуть-то чем-то похоже. Два глаза, рот и посередине нос. Но если на самом деле у нас идет два объектива широкоугольных, как видно по глазкам, инфракрасная и обычная подсветка. Здесь идет 4 светодиода здоровых, они выполняют роль и обычной подсветки, то есть они светят как фонарики, и ИК-диоды они же. То есть будет либо ИК, либо свет. Козырек, чтобы от дождя, наверное, защищал. При этом на болтик он здесь перекручен, он будет подвижный, он может регулироваться. Wi-Fi антенки. По центру мы видим здесь микрофончик. Снизу модель EN
модель EWN4D2J на 4 мегапикселя в нашем случае, питается от 12 вольт и, наверное, QR-код на скачку приложения. Динамик. Здесь у нас будет находиться флешка и кнопка сброса. И, как видим по самому кабелю, это у нас идет питание. А это говорит о том, что камера может работать как по Wi-Fi, так и по LAN кабелю. Например, если далеко висит от Wi-Fi точки, протягиваем LAN кабель и забываем о проблемах. По самому креплению. Камерка у нас, напомню, неповоротная. Если мы раньше рассматривали вещи поворотные, которые крутятся вокруг своей оси полностью на 359 градусов, потому что туда и обратно до упора. В данном случае она стационарно вешается на стену, полностью на 180 градусов вокруг себя будет смотреть, то есть вдоль стены вор не пройдет. И здесь такое подвижное крепление, оно как сустав на шарике. Мы ослабляем шайбу и при этом все это дело можем повесить так, как нам удобно, в нужном нам направлении. После чего зажимаем данную шайбу, и все остается на месте. Как-то так. Ну что, по внешке все. А теперь подключим ее к компьютеру, к мобильному телефону, посмотрим, что она умеет в самом приложении непосредственно, и есть ли у нее наши любимые фишки, такие как отправка фото на электронную почту и FTP-сервер. Итак, дорогие друзья, поехали посмотрим, что по настройкам в мобильном приложении. Значит, подключаем нашу камеру, и что мы видим? А мы видим наш стандартный интерфейс приложения iCC. Все как обычно. Но есть небольшие изменения. Мы подключили саму камеру, и если начать ее листать влево и вправо, мы можем видеть, что камерка будто бы вращается вокруг своей оси на 180 градусов. И немножко отдалим двумя пальцами назад, и вуаля, у нас есть полный обзор. Действительно, почти на 180 градусов камера стоит на столе, слева от стола стоит елка, справа от стола стоит шкаф, и мы видим и шкаф, и елку в кадре. Блин, прикольно, действительно. Но если присмотреться сразу к изображению, к мелочам, по центру мы можем видеть такую полоску, как видите. Слева обои становятся чуть ярче, а справа чуть темнее. Таким вот образом люстра сверху светит и падает свет на два объектива по-разному. Идет разная светокоррекция. А это, по-моему, все-таки косяк. Ну ладно, это уже придирки. Итак, что мы видим в самой камере? В меню мы, как обычно, видим обратную связь, выключить звук, запись и фотография, и качество изображения Ultra HD или SD. Ultra HD, напомню, в моем случае это камера на 4 мегапикселя. Также у нас будет запись на карту памяти, меню Light Alarm, в котором мы можем поставить чувствительность, продолжительность на сработку, и во время работы тревоги черно-белый режим, цветной режим, либо двойной, то есть если кто-то будет в темноте попадать в кадр, камера будет включать на него прожектор. Я, кстати, рекомендую именно этот режим. И есть автотрек. Но что интересно, для автотрека камера должна крутиться. Данная камера без поворотного механизма. Смотрите, как здесь интересно реализован автотрек. Если мы включим автотрек и будем возле камеры, допустим, двигать ладонью, то камера на автотрек фактически просто приблизит объект и будет за ним как бы пытаться отслеживаться. Короче, топорно, но, как видим, работает. Интересно. Еще из обнаруженных косяков. Обратите внимание. Изображение, напоминаю, у нас на 180 градусов. Но если мы ведем рукой от одного объектива к другому, то вуаля, часть руки у нас по центру пропадает. То есть стык между двух объективов реализован все-таки не идеально. И если на большом расстоянии, как мы видим, кресло вдалеке, мы теряем там буквально пару сантиметров кресла,
то в упор мы теряем сантиметров так 10. Продолжим по меню. Заходим в основное меню, и что мы здесь видим? В основных настройках здесь будет идти только настройка громкости. Потому что данная камера должна висеть прямо, и у нее нет поворотного механизма. По-другому вы ее не повесите. Обычно здесь именно для поворотного механизма разного рода отражения идет. Управление паролями, управление памятью, там мы ставим флешку. В настройках записи, как обычно, мы выбираем длительность промежутка записанного и качество. Smart Alarm. Здесь присутствует функция Human Shape Detection, и это круто. Мы можем просто делать запись на постоянной основе и снимать любую тревогу. Там колыхнулось дерево и сразу сработала тревога, пошла запись по тревоге. Но я рекомендую пользоваться Human Shape Detection. Она реагирует только на фигуру человека. Настройки сети. Платное облачное хранилище. В доп. Настройках в нашем случае нет ничего. И информация об устройстве. Его серийный номер, логин, пароль, версия устройства, версия программного обеспечения и так далее. Итак, поехали дальше. Подключаем нашу камеру к компьютеру. Как видим, камерка зацепилась к нашей любимой программке CMS Polyvision, и зацепилась она по Cloud ID. Это говорит о том, что ей можно управлять из любой точки мира, как по смартфону, так и по компьютеру в том числе. И нас больше всего интересует здесь конфигурация устройства. Заходим в конфигурацию устройства. Начнем непосредственно с самого видеомодуля. То есть мы заходим в настройки, компрессию. Что мы здесь увидим? А увидим мы то, что камера работает с разрешением в 4 мегапикселя. Действительно, нас не обманули. Кодек H265, то есть ужатие идет очень хорошее, и при своих 4 мегапикселях она может давать до 25 кадров в секунду. В принципе, все окей. Это соответствует действительности. И следующее, самое интересное, что мы здесь посмотрим, это, конечно же, вкладка «Службы». Заходим в «Службы», и мы видим, что здесь присутствует все, что нам нужно, а именно отправка на электронную почту при тревоге фотографий и настройки сброса фотографий и кусочка видео на FTP-сервер. Про эти функции я очень подробно рассказывал вот в этом плейлисте. Кому интересно, зайдите, посмотрите, будет очень полезно. Камеры без этих функций я считаю недееспособными, потому что камеры с такими функциями будут посылать последние в своей жизни кадры преступников, которые будут убивать данную камеру и унесут вместе с ней флешку внутри этой камеры, на которой она записывает все данные. А камера будет при тревоге на FTP и на email кидать и фото, и видео до последней секунды, пока она работает. И это очень важно. А вот так у этой камеры работает подсветка. Как видим, по кругу 4 инфракрасных светодиода, и они же превращаются в обычные фонарики. Что касаемо файлов записи, мы видим, что разрешение записи в Ultra HD у нас составляет 3648 на 1080. При этом это 12 кадров в секунду, но это настраиваемо. Можно сменить на 25. Что я, кстати, потом и сделаю. Увеличить битрейт. Больше, конечно, будет кушать место на флешке. Ну да ладно, зато изображение будет хорошее. Звук у нас кодек ACC. Видео у нас HEVS. В принципе, все окей. Ну что, вот такая вот интересная штука, дорогие друзья. В принципе, мне очень даже понравилось. И данную камеру я, скорее всего, заменю у себя на пороге. Раньше у меня на пороге на даче висела вот такая вот камерка видеонаблюдения. Про нее я тоже много рассказывал, можете посмотреть по видео. Тот же функционал, но с достаточно узким углом обзора. И чтобы ее не крутить туда-сюда, я, наверное, поменяю ее вот на эту. Будет прикольнее. Будет смотреть сразу и на порог, и во двор. И вот долго тянуть с этим делом я не стал. Уже через день была поездка на дачу, и вместо старой камеры сразу была поставлена вот эта новая.
Старая камера, кстати, проработала 2,5 года и, в принципе, никаких нареканий не вызывала, все было окей. Вот так вот выглядело изображение со старой камеры. Обратите внимание, камера висит, снимает непосредственно на порог, а в кадр попадает, допустим, машина, и на этом все. После того, как мы вешаем нашу новую камеру, картина, конечно, в принципе, полностью меняется. Мы видим все то же самое, только еще плюс большую половину двора. И это круто, согласитесь. При этом мы абсолютно ничего не теряем в качестве. Да, повернуть камеру теперь нельзя, но на сарае у нас висит вторая. А старую мы еще тоже куда-нибудь применим, будет третья точка. В принципе, прикольно. Ну, в принципе, и все, дорогие друзья. Кому было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!